Дорогие зрители и подписчики моего канала, я вас душевно приветствую. Сегодняшняя тема касается феминизма, а точнее, я вам прочту отрывок из книги Кощеенко Андрея, которая называется «Косплей Сергея Юркина. Чужая шкура. Книга первая». Буквально в первой же главе этой книги я нашел очень шикарные, очень точные, очень концентрированные ответы мужчины на основные вопросы, которые поднимают феминистки. Таких ответов и таких вопросов огромное количество в интернете, но такого концентрации я еще нигде не видел. А также эти слова были наиболее точным выражением моих мыслей и моих ощущений касательно движения феминизм и тех вопросов, которые они поднимают. Поэтому я с удовольствием вам зачитаю этот отрывок из книги. Ссылка на книгу и сайт, с которой я читаю ее, будет в описании, естественно. Однако прежде чем вы узнаете основную тему этого видео, я бы хотел сказать о том, кто сегодня является спонсором этого видео. Точнее, им являюсь я. Я сам или услуги, которые я предоставляю, я хотел бы предоставлять и вам с большим удовольствием. А это услуги по качественной оптимизации видео для YouTube. Оно позволяет привлекать органический трафик на ваши видео, то есть ваши видео выходят в топ вашей тематики, они появляются в рекомендованных от YouTube, и люди, которые смотрят эту тематику или схожую, близкие тематики, получают в рекомендованных ваши видео. А если вы предоставляете какую-то услугу или же просто хотите раскрутить свой канал, то вам необходим именно качественный зритель. Качественный зритель будет покупать продукцию, которую вы будете рекламировать, а также он будет продолжительное время смотреть видео, которое вы будете выкладывать. Если вы попали на мое видео из рекомендованных YouTube, значит мои действия по оптимизации данного видео были проведены качественно. Это наилучший показатель моей работы. Для того, чтобы узнать более подробно о цене и больше о плюсах работы, например, по сравнению с обычной накруткой просмотров или подписчиков на канал YouTube и видео, вы можете узнать, написав мне ВКонтакте. Ссылка, конечно, я оставлю в описании. Постараюсь по ролям. Ну и какие же это у нас права женщин ущемляют? Какие? Лично я вижу, что женщины вокруг меня что хотят, то и делают. Хотят спортом занимаются, хотят в космос летают, хотят в Думе сидят или бизнес свой прокачивают. Разве это не так? Власть, деньги, свободный выбор профессии, место жительства. Что еще вам для свободы-то не хватает? Юркин, а ты знаешь, что по статистике женщины получают заработную плату примерно на 30% меньше, чем мужчины? Не знаю, откуда у тебя такие секретные данные. В нашей стране на госпредприятиях тарифная сетка. Всем платят по сетке. А в ней нет деления на мужскую и женскую половину. Никаких гендерных вычетов в ней нет. Это совершенно точно я лично узнавал. О каких 30% ты говоришь? А в частной фирме? Там всегда на той же должности женщине платят меньше, чем мужчине. В частной фирме кто как договорился, тот так и получает. Не нравится – уходит в другую контору. Если ты не можешь продать себя дорого, то это всего лишь проблема отсутствия у тебя головного мозга и ничего иного. Это капитализм. Все крутятся как могут, и женщины, и мужчины. Но все равно, Юркин, ты же не станешь отрицать, что к женщинам на работе у нас другое отношение, чем к мужчинам? К тем, кто ничего не делает, а целыми днями только трепется, выбивая себе какие-то привилегии? Да. А к тем, кто работает, к тем, кто профессионал, к тем отношение нормальное. Вот возьми нашу кафедру хотя бы. Половина преподавателей женщины, 2 из них профессора, сама их знаешь. Ну и где, позволь тебя спросить, их тут ущемляют? По мне, так и не сами кого хочешь ущемят. Я тебе говорю о мировой статистике. А зачем мне мировая статистика? Ты мне еще про трудную жизнь женщин островного племени Тумба-Юмба расскажи. А что, они не женщины, что ли? Может, и женщины. А помнишь, что профессор Преображенский про помощь голодающим в Африке сказал? У нас свои проблемы есть.
Вот что сказал он. Пусть они там сами разбираются. У нас тут своя Африка. Ты еще скажи, что женщинам высшее образование не нужно. Если подходить по-нормальному, то в общем-то да. Как это по-нормальному? Ну смотри. Демографы подсчитали, что для того, чтобы нация росла, нужно, чтобы каждая женщина рожала в среднем 3,25 ребенка. Слышала такую цифру? Слышала. Давай теперь считать. 3,25 родить именно столько, я понимаю, сложно, поэтому округлим до 4. По уходу за ребенком наше государство дает женщине 3 года. Умножаем 3 на 4, получаем 12 лет. Институт девушки заканчивают в 22-23 года. Год поработать, туда-сюда, замуж, декрет. Ну где-то 24-25 первый ребенок. Прибавляем к этому возрасту 12 лет. Получаем 35-37 лет. Вот у меня вопрос. Кому нужен специалист, который, грубо говоря, ни дня не работал по профессии? А ведь он учился. На него тратились человека часы и материальные ресурсы, которые фактически вылетели в трубу. Зачем? Зачем он занимал чье-то место? Чтобы найти себе мужа в институте? И все? Поэтому нужно создать условия, чтобы женщина могла восстановить свои профессиональные навыки после перерыва. Ага, вот представь, у тебя внезапно заболел зуб. Ты ночь промучилась, а утром побежала в зубоврачебную клинику сдаваться. Прибегаешь туда, а там на ресепшене тебя встречает улыбчивая девушка, которая тебе радостно так говорит. «Как хорошо, что вы к нам пришли. У нас все врачи по записи, но вчера на работу вышла женщина, которая 10 лет сидела по уходу за ребенком. Она с удовольствием поковыряется в вашем зубе, пытаясь вспомнить, что там и как. Пожалуйста, проходите». Лен, скажи честно, услышав такое, ты пойдешь помогать этой женщине поднимать ее профессиональный уровень, а? Вот только честно. Я уверен, что ты со всех ног кинешься в другую клинику искать врача, у которого была непрерывная практика каждый день. Ты же не дура и не враг себе, так ведь? Сергей, то, что ты сказал, это большая проблема для женщин, выходящих на работу после перерыва, связанного с деторождением. Необходимо создавать условия, при которых женщина, родившая детей и выполнившая свой долг перед обществом, могла бы с наименьшими усилиями вернуться к работе. А кто за это будет платить? В смысле? Ну, просто так ничего не бывает. Чтобы поднять профессиональный уровень, нужны какие-то курсы, какие-то преподаватели, какие-то материальные и временные затраты. За все это нужно будет заплатить. Кто это сделает? Руководство предприятия должно для этого иметь специальный фонд. Работодатель? Ага, прямо он так и кинется из своего кармана чью-то учебу оплачивать. Даже если его законом обяжут это делать, то тогда где он средства возьмет? Взять их он может только в одном месте – у меня, у покупателя. А это значит, что вся его продукция подорожает, ибо в ее цену вобьют деньги на наполнение этого фонда. Мне это нужно, чтобы продукция дорожала? Нет, не нужно. Да и никому не нужно. Вон, спроси кого хочешь, согласны ли они оплачивать переучивание каких-то неизвестных им женщин ростом стоимости услуг и товаров. Вряд ли найдется много желающих встать на этот скорбный путь. Юркин, но она же детей рожала, долг перед Родиной выполняла. Если за выполнение долга требуют оплату, то это уже не долг, а нечто иное. У мужчин, между прочим, тоже никто долг не отменял. Детей этих кормить. Пусть мужчинам тоже тогда льготы дают. И что ты предлагаешь? Пусть женщины сидят дома и занимаются детьми. Мужчины работают. До 20 века всегда так было. Вон, спросите, как в Южной Корее дела обстоят. Все именно так и устроено. Поэтому страна нормально живет и развивается. А у нас, да и в Европе тоже, вместо развития ежедневный цирк на конной тяге. То Фемин голышом, то министры в одних трусах после развода бегают. А экономика стоит. То есть ты за патриархат? Да, я за патриархат и за мужской шовинизм. Я консерватор. Аллилуйя. Значит, ты отказываешь женщинам в праве на равных вместе с мужчинами участвовать в развитии общества. Так?
Ну, вы сами это признаете. Требуя женщинам льгот и привилегий, вы тем самым говорите, что при нормальных условиях женщина не может участвовать в его развитии, ибо ей нужны какие-то особые, тепличные условия. Женщина в жизни слабее мужчины. Это естественно, что ей нужна дополнительная поддержка. Постой, но мы же вроде за равноправие тут говорим. Равноправие – это конкуренция на равных, без всяких льгот. Какие такие льготы тогда? Не конкурентоспособен? Сиди дома и не чирикай. Есть что предложи. Выходи и предлагай. Вся правда жизни. Если же вы, Гречкина, ставите себе задачу улучшить жизнь людей, сделав законы более человечными, тогда пишите в законах слово «гражданин» вместо слова «женщина». И тогда вас поддержат не только женщины. Мужчины тоже люди, тоже жить хотят. По нынешним временам самое главное не плоть и не душа. Самое главное сегодня это деньги. А любовь? Хочешь сказать, что она тоже после денег стоит? Когда я вижу, сколько бабла поднимают на День Святого Валентина или на то же 8 марта, продавая это светлое чувство оптом и в розницу, то у меня невольно начинает возникать сомнение в самом смысловом значении этого слова. Думаю, что между словом «любовь» и «деньги» можно смело ставить знак «равно». Говорят, что до 17 века понятие «любовь» вообще не существовало. И ничего, как-то жили. А сейчас прямо все как с цепи с этой любовью сорвались. Опять же классики. Помнишь фильм «Здравствуйте, я ваша тетя»? Как там Калягин пел? «И не цветет любви цветок без славы и успеха». А? Ну подумай сама, кому ты нужен, если ты хороший, добрый и веселый бомж? Да, чуть больше 10 минут текста чтения, а если глазами вы быстро читаете, то это еще меньше. И насколько он точно и подробно он отвечает. Ведь на самом деле, если думать со стороны зрения работодателя, то зачастую девушки любят посреди работы повисеть в соцсетях и потрындеть о том, что им нужны какие-то льготы и так далее. Однако, если вы, девушки, дамы-феминистки, говорите о том, что вам нужно именно равноправие, то тогда вы должны выступать в рынке труда на равных с мужчинами. Какие же вам тогда льготы? Если вы хотите работать, тогда вы должны уметь работать. Почему вам нужно давать какие-то тепличные условия? А если же вы говорите, что вы слабже, если же вы говорите, что вам нужны льготы, значит вы говорите, что вы слабже, и какое тогда равноправие? А то, что было неравенство раньше, когда женщины должны были работать больше мужчин, ну, это уже изменено, и все работаем одинаково. У всех есть одинаковые шансы. И не надо нам говорить, что вы, женщины, чем-то обделены, чего-то вам еще не хватает. Не надо этого говорить, пожалуйста. На этом я наше видео считаю завершенным на сегодня. Если у вас есть какое-то свое мнение, и это будет разумный текст, а не просто закидывание какашками, то я жду его под этим видео в комментариях. Пожалуйста, не стесняйтесь выражать свое мнение. А на самые качественные, интересные комментарии я, конечно, отвечу. Отвечу или лукосом, или же даже напишу что-то. Также, дамы и господа, если вам интересно, чтобы я разобрал все, что там говорится, еще чуть более подробно, еще чуть более по частям, то и сделал большое видео на эту тему, а мне есть много чего вам поговорить на эту тему, то, пожалуйста, тоже пишите в комментариях. Я жду вашу реакцию, ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, не забывайте. И пока!